В современном обществе мы все чаще сталкиваемся с новыми ЗОЖ-течениями, ведь идеология здорового образа жизни с каждым годом становится все популярнее и популярнее. Нашему уху уже давно привычны такие слова, как дауншифтинг, фриганизм, веганство. Но сегодня мы познакомим вас с новым, быстро набирающим популярность движением в Крыму. Недоброжелатели называют их кислородными диссидентами. Почувствуйте себя, как будто вы находитесь в материнской утробе. Вам комфортно и тепло. Вы полностью расслаблены. Вы являетесь частью целого. Ваше дыхание остановлено. Остановлено полностью. Если коротко, мы практикуем полный отказ от дыхания. В каком смысле? Еще в древние времена люди знали, насколько вреден нам кислород. Кислород вызывает болезни, преждевременное старение и, в конце концов, смерть. Даже восточные мудрецы практиковали замедление дыхания. Но мы пошли дальше. Мы практикуем полный отказ от дыхания. Вы хотите сказать, что дышать вредно? Конечно. Вы хотите попробовать избавиться от этой вредной привычки? Почему у меня не получается? Все дело в тренировке. Главное к этому прийти. Когда я была маленькой, мы с родителями часто ездили на море. Там я полюбила нырять и старалась задерживать дыхание так долго, как только могла. Родителям это не очень понравилось, они попросили перестать, но даже дома я набирала целую ванну воды и старалась, понимаете, погружаться в воду. Но многие сочли это ненормальным, понимаете? Но вот здесь, вот в своей семье, я поняла, что я обрела свой дом. Это новенький. Нужно больше практики. Но на самом деле очень тяжело быть амбассадором антибрейфинг среди всех этих вдыхателей кислородного яда, постоянно храпящих, чихающих. Больше всего раздражает громко дышащие и сопящие. Но для меня это эстетически неприемлемо. Нам не нужен лишний кислород. Даже в утробе матери его было минимум. Вот вы знали, что всего один человек за час производит около 25 литров углекислого газа? И это всего один человек. А нас сколько на Земле? Да почти 8 миллиардов! Даже горцы могут жить дольше, потому что у них меньше кислорода. Но вот вы знаете, плюсы в том, что перестаешь болеть. Простудами, гриппами, пандемиями. Вирус тупо не попадает внутрь организма. И получается, что люди производят СО2 гораздо больше, чем вся мировая промышленность. Понимаете, вот она, причина глобального потепления. И от нас это скрывают. Есть, конечно, и минусы. Вот меня недавно остановил гаишник и говорит, подыши в трубочку. А я-то что? Как я это сделаю? Никак получается. Но что мешает обнародовать эту информацию, чтобы медицина перешла на новые, прогрессивные антикислородные рельсы? Вы сами не догадываетесь? Мы не можем об этом говорить открыто. У нас много врагов. Может... Без комментариев.
Только представьте, если люди начнут жить дольше 100 лет. Они смогут выплатить ипотеку? Пенсионный возраст у нас начинается с 65 лет, а средняя продолжительность жизни всего 70. Получается, человек только вышел на пенсию и уже умер. А вот теперь представьте, что станет, если люди будут жить до 150 лет. Выходит, они будут получать пенсию полжизни. Но это невыгодно только одной организации. Пенсионному фонду. Глупцы. Они не понимают, к чему это может привести. Мировая экономика не выдержит такого напряжения. У нас нет столько денег. Вы понимаете, что человеческая цивилизация может прекратить свое существование? Какова цель вашего пикета? Пенсионные фонды всего мира создали тайную организацию, которая лоббирует их интересах в правительствах. Вы что-нибудь слышали про планируемое устаревание? Конечно. Это производство товаров с коротким сроком эксплуатации. Это производство людей с коротким сроком эксплуатации. Александр Флеминг в 1928 году изобретает антибиотик. Это существенно продлевает человеческую жизнь. А уже в 1929 году, всего через год, вспыхивает Великая депрессия, самый сильный экономический кризис. Давай, она вроде не дышит. Сейчас задышит. Давай. Можно уже? В последнее время участились случаи самопроизвольной асфиксии. Это новый, совсем еще не изученный феномен. Вот бывает, стоит человек, смотрит на тебя и не дышит. Аж мурашки по коже. Очень часто больные ведут себя агрессивно, кусаются. Вот, обидно, конечно. Мы же помочь хотим. Вон, рука вся в шрамах. Может, не надо? В смысле не надо? Надо. А вы видите, она не дышит. Человечество не готово перейти на новый уровень. Экономический кризис, дефолт, разрушение государственных институтов. Дыши, говорю, дыши. Человек очень много и расточительно дышит. И чем глубже он вдыхает, тем глубже он копает себе могилу. Они хотят открыть ящик Пандоры, но мы не дадим им этого сделать. Сейчас задышит. Дура! Может ли журналист влиять на ход развития сюжета? И не запустит ли это новую череду событий в этой запутанной истории? Да, вопросов гораздо больше, чем ответов. Но, кажется, пора заканчивать.